я решил выбрать. И никто, кроме вас, открыть ее не сможет. Всем привет! Возможно, вы сталкивались с такой проблемой, как пожелтение ручек на пластиковых окнах, пластиковых дверях. Я лично столкнулся, и здесь два выхода. Либо вызывать специально обученных людей, которые вам эту ручку поменяют, либо же самому приобрести ручку, благо они стоят довольно-таки недорого, от 3 до 5 долларов, и попытаться заменить. Попробую это все сделать и выяснить, просто это все сделать, либо же нужно воспользоваться услугами специалистов. Вот так вот выглядит вторая ручка. Причем эти две ручки выглядят более-менее прилично, а сейчас я вам покажу, как выглядит ручка на балконе. Ручка, которая находится на балконе, она больше всего пострадала от времени, она даже вот начала выкрашиваться. Ну и просто выглядит, на мой взгляд, довольно-таки ужасно. И для замены я решил выбрать вот такую металлическую ручку. Плюсы это, во-первых, есть несколько фиксированных положений. И второе, в ней встроен замок, то есть закрыв данную ручку, кроме вас, ну и того, у кого есть ключ, никто не сможет открыть окно. Это полезно, если у вас, например, дети, ну и в целях безопасности, я думаю, это тоже довольно-таки полезно. Как оказывается, они довольно-таки просто заменяются. Вот здесь вот просто отодвигается вот такая вот пластиковая защелка. Это на всех ручках абсолютно идентично. Давайте проверим. Да, то есть нам нужно буквально выкрутить два винта и заменить ручку, что мы сейчас и проделаем. И заодно оценим, есть ли польза от вот такой ручки, которая оснащена замком, или в этом особого смысла нет. Вот таким образом выглядит снятая ручка, и как вы видите, она уже просто начала разваливаться от времени, то ли потому что на балконе температура более низкая, и в связи с этим, скажем так, пластик более подвержен тому, чтобы растрескиваться. Также здесь, пока я не установил пленку, которая задерживает часть света, довольно-таки повышенная была температура, но тем не менее ручке, скажем так, пришел конец, поэтому ее сейчас заменим. К новой ручке шли в комплекте два новых винта, несколько ключей, внутри винты, ну вернее там крепления с резьбой, не зафиксированы, то есть они могут сдвигаться лево-право, поэтому перед тем как закручивать, после того как вы выкрутили изначально первую ручку, посмотрите, что они находятся по центру, ну чтобы вот так вот, как мне, не пришлось два раза откручивать и закручивать те же самые винты. Закрываем заглушку и можем пользоваться данной ручкой. Плюс ее в том, что, например, в любом из положений вы можете закрыть ее на замок, и никто, кроме вас, открыть ее не сможет. На мой взгляд, переплата в лишние 3 доллара стоит, то есть обычная ручка стоит 3-4 доллара, можете дешевле найти. Это стоит около 6-7 долларов. Лично я взял ее всего лишь за 4, поэтому теоретически вы тоже сможете найти за похожую стоимость. Ручка, на мой взгляд, металлическая в любом случае надежнее. Во-вторых, она новая, нормального цвета. Плюс в ней встроен замок. На мой взгляд, довольно-таки удобно. Вы закрыли и спокойно уже уходите из жилища. Кому был небольшой обзор, как установить ручку, полезен, не забываем. Подписываемся.